Эти ребята постоянно пасутся у меня. Муравьи-то соседские, а пасутся у меня. Вот почему так? Вы представляете себе вот муравьиную тропу, да, и поток идет. Одни бегут в одну сторону от муравейника, вот, эти все пустые. Они бегут на работу, и тут очень сложно определить, кто есть кто. Среди них есть и пастухи, и дояры, и строители, и охотники, и разведчики. Вот. Но вы сразу не сможете определить, кто. А вот по тем, кто возвращается по потоку, там уже, как в анекдоте, Штирлиц увидел людей с лыжами, лыжники, догадался Штирлиц. Вот. Там точно так же. Если тащит бревно, ну ясно, строитель. Вот. Если волочет гусеницу, ну понятно, охотник. Вот. Если бежит с набитым брюшком, ну понятно, доер. Все муравьи, они немножко бездельники. Они очень любят отдохнуть. Вот. И у муравья рабочий день вовсе не 24 часа и не 12. В среднем около 8 часов. Работают с передышками, посидеть, почиститься, просто побалдеть группой. Вот. Но это рабочие муравьи. А есть еще не рабочие, молодежь, студенты. И их, вот, если и пустят что-нибудь такое несущественное сделать, до серьезных работ их еще пока не допускают. Когда они уже более-менее так приглядятся, вот бригадиры берут в бригаду там одного, двоих, троих возьмут. А в бригаде уже у него возможность есть карьерного роста. Человеческому обществу не дорасти до муравьиного, все-таки по социализации. У муравьев есть все. Каждый муравей выбирает себе профессию. Вот, и причем он выбрать может сразу, скажем, вот он из детсада выпустился, он приглядывается к какой-то профессии, она ему по характеру подходит. Вот. Сразу он может выбрать одну, поработал, не понравилось, он может перейти в другую профессию. Муравьи рождаются как человеческие дети белым листом. Все, что он потом узнает, это то, чему он научился. Особо талантливые идут в охотники, в разведчики, потому что там приходится решать задачи очень нестандартные. Из этих ребят вырастает цвет муравьиной нации. Вот, это профессура, это наблюдатели. Очень высокая психическая организация свидетельствует их игры. Количество этих игр, разнообразие. Вот, я сначала думал, может, кто-то обознался, что-то не за то принял. А потом посмотрел, когда муравьиные игры начали описываться, в 1800-х годах уже несколько достойных ученых уже описывали их. А там много игр всяких. Это догонялки, прятки, салочки, борьба. Не драка, а вот именно борьба. Спортивная, шуточная борьба. В семена они играют в круглые. Я с детства увлекался животным миром, а папа мой моряк, и он очень хотел, чтобы я тоже моряком стал. И он мне сказал, что, знаешь, Андрюша, в городе Ленинграде есть высшее инженерно-морское училище адмирала Макарова, где обучают океанологов. Океанология – это очень интересно. Это ты будешь заниматься с рыбами, изучать их жизнь, ну, почти как Жак Куст. Вот. Ну, я клюнул. Я-то молодой балбес, совершенно ничего не понимал. Поехал поступать. Поступить-то я поступил, но только потом узнал, что океанология совершенно никак не связана с исследованием животных. Полжизни я отработал по специальности. Вот. В экспедициях наблюдал лед через спутники. Север – это же снега, айсберги, это невозможно не снять просто. То есть тут не саму даже фотографию любишь, а вот эту природу, вот как-то ее запечатлеть. А вот именно фотографией я начал увлекаться, когда вот серьезно занялся, когда с муравьями занялся.
Это сказки. Вот. А их, как я себе представляю, сказки как создаются. Вот дочь, когда укладывала спать укладываешь, и что в голову придет, то и бубнишь. Ну, просто прикольно, веселая история. Вот мне нравилось. Ну, играл. Как в солдатиков играют. Ну, с муравьями играл в театр. Ну, вот, чтобы расставить аппаратуру, подготовиться к съемке, где-то минут 10. Иногда меньше, даже 5. Вот. А сама съемка может сразу получиться. Вот. Ну, там, минут 20, может быть, и 5 минут даже. А бывают затяжные, вот когда массовки или сложный сюжет, бывало по 3-4 часа. Высаживаются сразу на сцену все. Вот, антимуравей барьер – это обычно водичка. Вот. Они очень воду не любят. Хотя в форме коров это настолько сильные и мощные муравьи, их ничем не остановишь. То есть даже когда я их снимаю и обезопасил себя водой, что это дело все не разбежится, все равно находятся умные, хитрые, придумывают, как форсировать, сбросить что-нибудь со сцены и на этом пытается переплыть. Но это смех просто. Богатую текстуру найти очень сложно. Чтобы она равнялась муравью. Вот самый главный критерий – это чтобы лапа муравья, все волосики, пальчики, коготки, чтобы они соответствовали размеру текстуры. Ну вот посмотри, это все растет в лесу. Ну, половина, а вторая половина магазина докупается. Мы с женой пошли около дома недалеко бижутерия. Вот, и я с лупой там разглядываю. Вот, внимательно так с лупочкой, с пинцетиком отбираю. Продавщица говорит: а что это вы так тщательно такие копеечные блески выбираете? Ну, а я весь это сам говорю, ну, это бриллианты для моих муравьев. У нее лицо-то как-то вот так посерело, вытянулось. А жена рядом стояла, так она сделала вид, что она не со мной, так, в сторону. Жена, наверное, единственный человек, который не смотрит муравьиные истории. Я здесь был на даче, она в Выборг поехала. Вот, я приготовился эту сцену снимать. Попросил зайти в магазин, посмотреть, что там есть из солдатиков. Ну, она ко мне говорит: Андрюш, есть такие солдатики, какие тебе надо? Вот. Продавщица говорит: да вы не беспокойтесь, скажите, сколько мальчику лет, я подберу сама. Вырезал треугольничек бумажный и положил на фон. Зачем фотошоп? Это же просто. Я вам покажу, как это снимаю. Вы увидите, никакого фотошопа, все это снимается на глазах. Это перчик, вот это кора. Единственное, в чем здесь обман, наклонен был фон и фотоаппарат. Ну, чтобы муравью комфортнее было. А муравьишка просто пытался спереть это зернышко. Вот и все. Ну вот с этим, например, увидел семечки. Давно искал экипаж для муравьев, чтобы они могли кататься в чем-то. Ну, соразмерное муравью. Вот, увидел семечки, все, сразу десяток идей. Сразу. Это были уже и лодки у меня, и машинки, и багги. Семечки уже много где снялись. Как колесико сойдет? Телега у нас. Фисташка, по-моему, корочка. И небо, конечно, небо. И облачка. Колесики. Муравьи-жнецы, которые семенами занимаются, и настолько наложили семечек, что человеку к гнезду даже не подойти. О, орехи. Кинза. А вот еще что мы забыли. Для лассо будет использовано волокна кокоса. На снимке потом будет видно, насколько она фактурна. Вот, и хорошо гнется. Можно видеть из нее веревки. Вот. Красивый темный цвет. И вот такой лабуды столько запасать приходится, разный.
Я очень благодарен судьбе, что это именно муравьи, потому что настолько интересно и увлекательно. Вот. Но если бы я не нашел именно муравьев, я все равно чем-нибудь занялся бы. Вот. Потому что я понимал совершенно реально, что если ничем интересным не увлечься, то это кранты. Заболевание у меня такое, оно называется эпидуральный варикоз. Болезнь эта российским врачам, к сожалению, практически неизвестна. За 3 года 12 больниц. Диагноз все-таки получил, слава богу. Через 3 года мы с женой просто отказались от услуг этих больниц. Я сколотил, еще тогда не ходил, вот ползая, сколотил дыбу. И жена меня подвешивала и по собственным весам растягивала позвоночник. Но пока я не ходил, вот на лужайку мне вытаскивали матрас. Я доползал, плюхался. Вот, ну, что делать? Просто лежать. Начал учиться фотографии цифровой. Просто учился наводить резкость, там, на ком, вот, пробегает, раз на нем. Вот. Потом уже поосмысленнее чего-то, какие-то декорации уже начал придумывать, подсказывать. Ну, то на цветочек поставить, что еще чего. Ну, а потом уже начал такие театральные строить. Сейчас держимся за лассо. Опа, есть. Так. Руками машем руками. Вот так. Все. За удочку сейчас держался, за оглоблю. Ах ты умничка. Руками размахивает, песни поет. Руками машем. Отлично. Так. Опа, есть. Мне очень понравились эти фотографии, и они мне понравились тем, что вы так хорошо сфотографировали муравьев, и они оказались прям как мы, люди. Спасибо, дядя Андрей, за такие фотографии. Кажется на этих фотографиях, что это не муравьи, а люди. Сейчас мы с вами придумаем свою муравьиную историю, каждый сам, и отправим дяде Андрею в город Выборг. Пришел адресат. Муравей играет на пианино и флейте. Котова Камилла. Не, ну это вот в ребус посылать. Прочитайте, попробуйте. Ой. Ну, шикарно. И покрас... Ой. Не, ребята, это точно врамую на стену. У меня это будет висеть точно. Кто же мне такое сделал? Чудесная картина. Просто чудесная. Это на стенку. Это на стенку. Чаепития еще пока нету. Это у нас пьют сироп. Разведенное варенье. Живу сегодняшним днем. Вот снял сюжет и уже счастлив. Но останавливаться на этом не собираюсь.